Приветствую всех на своем канале. Кролики — это не только радость и положительные эмоции, но иногда наши питомцы преподносят нам массу неприятностей в виде различных заболеваний. В сегодняшнем видео я вам расскажу о некоторых народных способах лечения некоторых заболеваний у кроликов. Данные способы, методы можно использовать как для лечения этих болезней, так и для профилактики, то есть для предотвращения этих болезней. Так как не каждый человек, который занимается кроликами, может себе позволить купить какие-то медикаменты, потому что ценники растут. Ценники на медикаменты, хорошие медикаменты, они стоят дорого, ну и не каждый может себе их позволить, А данные методы лечения, профилактики я использовал лично, ну и поэтому могу смело сказать, что они работают. На самом деле народных таких вот способов очень много, но я все их не использовал, я использовал только 3, про которые сегодня вам и расскажу. Мне иногда в комментариях пишут, что расскажите на такую тему, расскажите на другую тему, но приходится людям отказывать по той простой причине, то что я не знаю, ничего про эту тему, я в своем хозяйстве с этим не сталкивался, поэтому я считаю, что я не имею права про это говорить. А прочитать информацию в интернете и потом вам ее преподнести, я считаю, это неправильно. То же самое вы можете сделать и без меня, прочитать информацию, и дальше уже, что вы там будете с этой информацией делать. Ну ладно, что-то мы отвлеклись, давайте начнем. Вернемся к сути, так скажем, ролика, и начнем мы, пожалуй, с первого народного такого препарата, так скажем, это полынь. Полынь очень помогает хорошо от гельминтов, либо в простонародье от глистов. Я ее использую как зимой, так и летом. Летом я ее использую в сушеном виде, в подсушенном виде, в вяленом. Она растет, эта полынь, в каждом огороде. Если не в каждом, то у соседа точно. У меня она не растет, я хожу к соседу. Там заброшенный участок, там никто не живет, и там эта полынь растет. Все, я ее прихожу в любой день, когда мне надо, кашу, подвяливаю и даю. Зимой то же самое, я ее не сушу, я также хожу к соседу, хожу на огород, я ее просто ломаю и также даю. Полынь нужно давать в небольших количествах, там по веточке, сейчас, к примеру, вот по такой веточке. И не каждый день, хотя бы раз в неделю, для профилактики. Если для лечения, можно чуть-чуть побольше давать, почаще даже. Вот, почему нельзя много давать, потому что полынь плохо влияет на печень, то есть мы можем лечить одно, а покалечить другое. Следующий в списке у нас идет чеснок. Чеснок очень хорошо помогает от соплей, от ринита, вспомним. И плюс поднимает иммунитет, кролику. Если вспомнить наше детство, нам все... Ух ты какой, еще кусается, видели, Если вспомнить наше детство, нам всегда родители говорили: ешьте чеснок, не будете болеть, будете здоровы. То же самое происходит и с кроликом. Чеснок нарезаем мелкими кусочками. Летом можно сушить его на солнце, либо в тени. Зимой можно сушить его в духовых шкафах, Я, в принципе, делаю то же самое. Чеснок очень полезен весной и осенью, когда идут перепады температур. Днем тепло, ночью холодно, начинаются ветра, дожди, сырость. И очень хорошо помогает, и плюс, как я уже сказал, укрепляет иммунитет. Да что ты такой непоседливый? И плюс укрепляет иммунитет кролику. Чеснок растет в каждом огороде, потому что, я так думаю, люди, которые держат кроликов, у них есть огород. Соответственно, у меня тоже есть огород, я сажу много чеснока, так же, как и морковки. У меня там около 5-7 грядок, я думаю, для кроликов хватает. Я также нарезаю мелкими кусочками, даю по чуть-чуть, тоже по много давать не надо.
ну сколько, на кормушку есть чайная ложка, чуть меньше чайной ложечки насыпаем. Мои кролики очень хорошо едят, ну я думаю, ваши кролики тоже будут чеснок хорошо есть. Ну и третий способ, последний на сегодняшний, так скажем, день, на сегодняшний ролик, это сосновые ветки. Помимо того, что сосновые ветки содержат очень-очень много витаминов, которые полезны кроликам, особенно в зимний период, да, они еще помогают от соплей, от ринита, возможно. Я, если честно, раньше скептически относился к сосновым веткам, пока не увидел, не прочитал статью, может быть, кто-то рассказывал о том, что они помогают от соплей. Я не поверил, но все-таки решил проверить. У меня один кролик зачихал, у него были сопли, это было давно. Вот, я сходил в лес, благо лес у меня недалеко. Сходил, нарвал, вы знаете, буквально через пару деньков у него сопли прошли. И все. И после того дня я стал регулярно давать кроликам сосновые ветки. Да? Я уже сказал, что в этих сосновых ветках очень много витамин. Ну и плюс они кролику помогли, по крайней мере моему кролику, они помогли избавиться от соплей. Сосновые ветки нужно давать после морозов. После первых морозов летом их не давать. Ну, некоторые сушат сосновые ветки и дают уже в сушеном виде, пожелтевшие. Ну, я не знаю, я ни разу не пользовался так. Я давал только зимой после первых морозов, когда смола замерзает, потому что летом у них и много смолы, это тоже плохо влияет на кролика. А зимой, пожалуйста. Вот, и даем их всю зиму. Я начинаю давать где-то с ноября. Ну, ноябрь, декабрь, когда как. Раз-два раза в неделю схожу, дам. В принципе, кролики едят хорошо. Ну вот, друзья, я и поделился с вами народными средствами, которые использовал в своем хозяйстве, ну и которые мне помогли. В комментариях обязательно напишите... какими способами, какими народными методами пользовались вы для лечения, либо для профилактики каких-то заболеваний, да, что вам помогло, потому что я вот тоже многое не знаю, может быть у меня в огороде растет что-то из народных таких средств, которые помогают, либо у соседа на заброшенном участке, к которому я могу сходить и нарвать. И если это у меня есть, или есть это у соседа, я по вашей наводке, так скажем, что вам помогало, могу тоже использовать. За счет этого я могу сэкономить свои деньги и нарвать. Зачем я буду покупать, да, если я могу это достать бесплатно. На этом все, друзья. Берегите свое здоровье и здоровье ваших кроликов. Пока-пока.